Привет всем! Я рада, что вы заглянули ко мне на канал, и в этом видео мы будем вязать круг спицами из трикотажной пряжи. Смотрите, мы довольно часто вяжем круги из трикотажной пряжи крючком, и вроде бы зачем нам нужен круг из трикотажной пряжи еще и спицами? Такой круг, конечно, может быть просто какой-либо сервировочной салфеткой. Ну или, допустим, ковриком. Но, правда, тогда вам нужно иметь спицы, равные радиусу этого коврика. Не знаю, есть ли у вас такие. Но также этот круг может быть боковушкой или какой-либо деталью, например, вот такой сумки. Да? Вот в этой сумке у меня две круглых боковушки, которые связаны спицами, укороченными рядами. И вязать мы будем из трикотажной пряжи Biscuit. У меня это цвет грей. Это пряжа с лицевой нарезкой нити. Вот ее характеристики. Такая пряжа очень хорошо держит форму и практически не вытягивается, поэтому идеально подходит для вязания именно сумочек. Да, вязать спицами из такой пряжи сложнее, но для того, чтобы ваша сумка служила вам дольше срок, лучше взять пряжу с лицевой нарезкой нити. Для вязания целой сумки понадобится 2 мотка пряжи. И пока я делаю вторую часть этого видео, запасайтесь пряжей. Ссылки на пряжу я, как всегда, оставлю внизу под видео в инфобоксе. И для вязания такого круга необходимо набрать на спицу 11 петель контрастной нитью. Можно набирать любое количество петель. В моих кругах будет 11 петель. Это количество петель задаст радиус вашего круга, соответственно. И набирала я эти петли с помощью крючка. Если вы не умеете набирать петли на спицу с помощью крючка, то переходите вот здесь по подсказке, вы найдете подробное видео о том, как это сделать. И дальше уже я перехожу на вязание своей основной нитью. Нитью основного цвета. У меня это серый, грей. Все петли я провязываю лицевыми до конца ряда. Переворачиваю вязание. И дальше я начинаю вязать укороченными рядами, и я не довязываю в этом ряду последние 3 петли. И делаю обвитие вот этой петли, то есть третьей. Вставляю спицу, правую спицу я вставляю в эту петлю, перекидываю нить, меняю спицы в руках, возвращаю петлю на спицу. Видите, у меня получается, что нитка как бы огибает петлю. Это позволяет избежать дырочек в укороченном вязании. Дальше вяжу все петли до конца ряда. Последнюю петлю я всегда провязываю лицевой. Никаких изнаночных кромочных я никогда не делаю, потому что косичка как бы в кромочной петле, она не зависит от того, как провязана у вас эта петля. Она зависит от того, как она снята. Дальше я не довязываю 5 петель, то есть к тем 3 прибавляю еще 2. И так буду прибавлять по 2 недовязанных петли, пока у меня не закончатся петли. Снова снимаю первую петлю. Видите, как я ее снимаю? Я завожу нить после петли за работу. Тогда получается косичка. И не довязываю 5 петель в этом ряду. Здесь даже я не пользуюсь маркерами, потому что вязание довольно небольшое, и все очень хорошо видно, все хорошо считается. Снова делаю обвитие 5-й петли. Точно так же, как и
предыдущем ряду. Возвращаю эту пятую петлю на правую спицу и дальше вяжу все петли до конца. В следующем ряду я не довязываю 7 петель. Это опять плюс 2 к предыдущим недовязанным петлям. Снова делаю обвитие. И обратный ряд довязываю до конца. В следующем ряду я не довязываю уже 9 петель. Вот они, да? То есть фактически я одну петлю сняла, одну провязала, и сразу же делаю обвитие и довязываю ряд до конца. Итак, смотрите, вот такая деталь получается, но это еще не готовый клин, как вы могли бы подумать сначала. Это только половина клина. И теперь вторую половину клина нужно связать удлиняющимися рядами. В предыдущем ряду я провязывала 2 петли, а в этом ряду я провязываю 3 петли. Смотрите, 1, 2, и вот она третья. Третья у меня с обвитием петля. Я думаю, это хорошо видно. Теперь делаю обвитие 4 петли. И во всех следующих рядах я буду наоборот прибавлять. Прибавлять по 2 петли. Сейчас довяжу ряд до конца после обвития. И вот смотрите, что получается. Вот у меня 3 петли провязаны, 4 обвиты. Теперь провязываю 5 петель. И делаю обвитие 6. Видите, у меня обвития, они не совпадают друг с другом, да? У меня не накладывается обвитие предыдущих рядов на эти. То есть каждая петля получается обвита лишь один раз. Ну, как бы эта информация вам просто для контроля себя. И в обратную сторону опять все петли провязываю. Итак, 5 петель было провязано в предыдущем ряду, значит в этом ряду провязываю 7 петель. И снова делаю обвитие. И возвращаюсь, вяжу ряд лицевых петель до конца. Смотрите, у меня осталось как бы недовязанных в предыдущем ряду 3 петли. И следующие 2 ряда будут последними в этом клине. Я провяжу ряд до конца, сделаю обвитие вот этой петли кромочной и вернусь. И на этом мой клин будет закончен. Провязываю все петли на спице, кроме последней. И делаю обвитие последней петли. Точно так же, как и всех предыдущих петель, я ее перекинула на спицу, затем обвела ниткой
сняла, перевела на правую спицу и дальше вяжу ряд целиком. Итак, один клин у нас готов. Всего таких клиньев нужно связать 7, то есть еще 6. Ну и, соответственно, дальше продолжаем просто вязать уже по этим петлям. Точно так же. Сначала не довязываю 3 петли, затем не довязываю 5 петель, затем не довязываю 7 петель, затем не довязываю 9 петель, да? А затем начинаем прибавлять, наоборот, петли, которые мы довязали. То есть сначала провязываю 3 петли, затем провязываю 5 петель, затем провязываю 7 петель. И после того, как мы провязали 7 петель в этом ряду, следующий ряд уже делается целиком и делается обвитие последней петли и возвращается. Вот такая получается схема у одного клина. Еще раз повторю, клиньев нужно связать 7. Когда вы свяжете 7 клиньев, у вас получится блинчик. Он замкнется вот здесь, и вот эту часть начала и конца нашего вязания нужно будет просто сшить трикотажным швом. Но об этом я вам расскажу уже дальше. Итак, посмотрите, я связала 7 клиньев, и в последнем 7-м клине я еще не связала вот этот ряд прямой, который у меня остается связать вот сюда. Этот ряд будет не вязаться, он будет сшиться. То есть именно в этом ряду мы сошьем нашу деталь вместе, и получится вот такой блинчик. Хвостик я отрезала, да, оставила примерно 50 сантиметров. Этого должно мне хватить, чтобы сшить эти детали. Дальше я закрою эти петли нитью контрастного цвета с помощью крючка. Затем эта нить у меня будет удалена, так что она во вязании вообще не участвует. Это нужно лишь для подсказки. И закрываю петля за петлей. Как бы провязываю лицевыми и тут же закрываю. Все, дальше мне остается только сшить это изделие трикотажным швом. Я буду использовать пластиковую иголку. Вставляю конец рабочей нити в пластиковую иголку. Вот так. Последнюю кромочную я как бы распускаю. И дальше вставляю. Каждый раз я буду вставлять свою иголку так, как проходит контрастная нить в вязании. Вот смотрите, сейчас мне нужно как бы соединить кромочные. Я смотрю, как у меня проходит вот эта желтая нить, вот так, и вставляю свою иголку для того, чтобы она повторила движение нити. В этом как бы и весь смысл, сделать этот шов таким, чтобы он был незаметен, сделать его частью вязания. Соответственно, нить должна проходить точно так же, как она проходит в вязании. В следующую петлю со стороны голубой нити я вставляю опять иголку с изнанки на лицо, вывожу ее. А здесь я повторяю движение с желтой ниткой. То есть вот у меня как проходит желтая нить, да? Она оттуда заходит, здесь выходит и опять заходит в петлю. Именно это я и делаю своей иголкой. Вот так.
И видите, моя серая нить повторила движение желтой ниткой. Теперь опять сторона с синей нитью. Снова завожу нить в вязание, вот в эту петлю, которая уже имеет один провязанный стежок, и вывожу ее с изнаночной стороны в следующую петлю. То есть она повторяет движение голубой нитью. Вот так. Подтягиваю все хорошенько. Снова в желтую. И в следующую. Опять в голубую. И в следующую вывожу. Контрастные нити являются всего лишь подсказкой для того, чтобы вы не запутались с тем, как сшивать этот шов. Конечно, сделать трикотажный шов на платочной вязке очень легко, и можно не использовать все эти контрастные нити. Но бывают такие моменты, когда вам нужно сшить трикотажным швом не просто платочную вязку или, допустим, лицевую гладь, а нужно сшить какие-нибудь ораны и косы. И вот тогда я всегда использую вот этот прием в виде использования контрастной нити для того, чтобы сделать подсказку для себя, как же проходит нить в вязании и как же она должна у меня пройти при сшивании этого шва. Ну и таким образом шью до конца своего ряда. И потом удаляю все контрастные нити. Я почти закончила шить этот шов. Вот дохожу у меня последние петли. Здесь уже мало что можно разобрать. Дальше я удалю контрастные нити. Так легко удалится у меня синяя нить. Ну, эту желтую нить тоже удалим. И вот так легко удаляется желтая нить благодаря тому, что мы набирали на спицу с помощью крючка. Сейчас последнюю петельку я тоже распутаю. Смотрите, помните, у нас была петля кромочная. Мы ее все время обвивали, мы ее не провязывали. И вот этот хвостик, это хвостик от этой петли. Если я сейчас потяну за него, то петля, видите, начинает сужаться. Я вставлю этот хвостик в петлю, и вот теперь я за него потяну, для того, чтобы затянуть вот этот свой центр этого круга, чтобы он затянулся. И сделаю обвитие, опять-таки в центр, ниткой, которой мы сшивали это изделие. Ну, для того, чтобы у нас выходило из центра 7 лепестков. У нас же 7 клиньев, и вот у последнего 7-го клина нужно тоже доделать это обвитие. Оно у нас как бы не сделано. Мы же просто сшили, а еще не обвили эту петлю. Все, теперь все готово. Нити можно подшить.
Можно их связать на узел. Вот эта сторона будет у меня лицевая. Вот эта сторона, там где нити, это изнаночная. Смотрите, совершенно бесшовный кружочек у меня получился. Я, например, не найду то место, где я сшивала начало и конец этого вязания. Давайте измерим его. Примерно 19 сантиметров. Вот такой кружок получился у меня. Если вам понравилось это видео и если это видео оказалось для вас полезным, то не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, также нажимать на уведомления для того, чтобы не пропустить видео вот по этой сумке, потому что следующее видео будет о ней. Для сумки мы свяжем 2 таких кружочка, ну то есть можете уже начинать вязать 2 кружочка для сумки, а в следующем видео я вам покажу, как связать уже саму сумку. Ну и на этом у меня все. Пока-пока!